Потому что этот хвост мне все сбивает. Уйди. 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 Не уходит. Недовольный всем на свете. Попробуй только мне помешать сейчас. Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам маленькие орхидейки, которые мне были присланы из Краснодара в подарок, но я специально просила орхидеи, которые нужно реанимировать. В посылке их было 11. Для них сразу создан плейлист. Плейлист называется «Большая реанимация орхидей» сразу из почтовой посылки. Там вы можете увидеть от распаковки, ну и до сегодняшнего состояния. Было прислано 11 орхидей. Одна сразу в руках развалилась. Ричи! Фу! Осталось их 10. У одной не было ни корней, ни листьев. Из пенька ничего не получилось. Он засох в течение буквально 2 дней. И осталось у нас 9 орхидей. Сейчас перед вами стоит 7 орхидей. Я и говорила, что реанимация будет сложная. Хотела ее провести полностью, без каких-то препаратов, лечебных или стимулирующих. Ну, стимулирующие препараты я вообще не применяю. А вот лечебных тоже не хотела применять. Но получилось так, что посылку я получила в июле. И до июля 9 орхидей были в таком состоянии. Одни в идеальном, а 4 были такие плохонькие, которые мы с вами делали. Там посадки, пересадки. И перед отъездом на отдых я больше всего волновалась за вот эти 4 маленькие орхидеи. После возвращения я вам их показала. И 2 из орхидей чуть-чуть намазала Максима. И именно эти орхидеи, ну, видимо, они не выдержали моего 20-дневного отсутствия. Ну, может быть, они были не такие сильные. Именно они и погибли. Они полностью высохли. Хотя перед моим отъездом у них намечалось по 1 корешку. Но, видимо, все-таки ничего не получилось с теми орхидеями. Но из 9 орхидей 7 у нас растут. И это победа. Ну, давайте теперь посмотрим каждую орхидейку. На одних орхидеях мы ставили номера. Например, первая. Смотрите, как корень интересно вырос. Придется горшок вырезать. 3 орхидеи полностью готовы к посадке. Вот это первая. Вторая. У некоторых орхидей были корни в горшке, у некоторых были половина гнилых, половина сухих корней. Ну вот теперь мы видим, что корешки у всех орхидей подросли. Вот это было в очень пограничном состоянии орхидеи. От нее остался вот этот лист первоначальный и вот этот. А 3 листа она вырастила. Посмотрите, как она интересно растет корень из пазухи листа. Этот лист ей уже мешает. Его можно при пересадке полностью убрать. Но корней, как мы видим, нарастила орхидея очень много. Четвертая орхидея. Вот здесь расскажу поподробнее. У нее было всего 2 листика, ни одного корня в горшке не просматривалось. В горшке и сейчас нет корней. Но она очень активно растила корни от шеи. На этой орхидее написано
что она выживет 50 на 50. И здесь хочу обратить ваше внимание, при получении этой орхидеи вот эти 2 листа, которые у нее были, они были желтизной. Потом они стали более зелеными, более плотными. Орхидея начала растить корни от шеи, но по каким-то сейчас причинам она их закуклила. Но она жива. Вот эти корни, их здесь очень много, штук 6 как минимум. Но она продолжает растить листья. И посмотрите, первый лист выращен маленький, второй чуть крупнее. И надеюсь, что третий лист, который сейчас начинает у нее расти, будет еще крупнее. То есть она сначала немного порастила корни, теперь начала растить листья. И я думаю, что именно эти корни она продолжит расти. Орхидея умеет закуклить корни, потом опять раскуклить или отпустить от этого корня новые побеги корней. Так что орхидея жива и растет. Вот эти 3 орхидеи полностью готовы к пересадке, что мы в скором будущем с вами и сделаем. И теперь самые сложные орхидеи. Пятая орхидейка, она была с мучнистым червецом. И пока она молчит. Вот здесь появилась крошечная детка. Там, где были червецы, растет малюсенький листик. Орхидея не погибает, но и не показывает активного роста. Да, и, кстати, у нее нет корней в горшке. Вот здесь есть один какой-то корень, но так как мы ее не разбирали после получения, какие у нее корни есть, я не знаю. Вот такую орхидею можно поливать с удобрением. Впрочем, эти тоже можно уже поливать с удобрением. Они долго-долго находятся у меня, почти 5 месяцев. И вот самое интересное происходит с этими 2 маленькими орхидеями, из которых мы пытались сделать салат. Салат, конечно, в кавычках. Есть 2 видео на канале. Салат из листьев орхидей. Обязательно их посмотрите, и вы увидите, в каком состоянии были получены именно вот эти 2 орхидеи. Вот эта крошечная орхидея. В горшке не было никаких корней, а сейчас видно, что проросли корешки. И вот еще один. Есть корни от шеи. Вот этот листик был сломан, она его немного подрастила. И выпустила новый лист. Да, она выпускает корни от шеи. И что эта малышка сейчас придумала сделать? Она решила цвести. Она выпустила цветонос. Вот он, крошечный цветонос. Но так как мы делаем эксперимент, чаще всего у таких малышей я советую удалить цветонос. Здесь мы попробуем его чуть-чуть подрастить. Сейчас его сложно удалять. И решим, удалять цветонос или дать ей процвести, потому что это экспериментальные орхидеи. Это мы что-то с ними экспериментируем. Вот в этом случае можно дать орхидее цветонос, дорастить, посмотреть, что из этого получится. И вот еще одна орхидея, которая за эти 5 месяцев не подавала признаков жизни. И вот именно ее я чуть-чуть обработала. На шее были 2 черненьких пятна. И я их обработала Максимом. Я это показывала. После этого, вы не поверите, я сама не поверила. Она не начала выпускать корни. Она начала растить детку. Вот эта крошка
начала растить детку. И у детки появился корень. Причем сразу толстый, здоровый корень. Детка маленькая. Я очень надеюсь, что вот эта крошечная мама даст жизнь новой орхидеи. Вот такие успехи, неудачи. Да все бывает с орхидеями, которые почти приговорены были к смерти. Плохое слово, понимаю. Но из 9 орхидей выжило 7. Да еще и хотят зацвести. Вот именно такие малыши. Вы посмотрите, ни одна более или менее взрослая орхидея не дала цветоноса, а вот такая малышка очень хочет цвести. Вот такие получаются результаты. Будем следить дальше, будем пересаживать эти орхидеи, а за этими еще понаблюдаем. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.